Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 сентября. Давайте узнаем, каковы будут ключевые события. Мы достанем 3 карты, как знаки судьбы. А я должна сказать, что у нас с 10 по 20 вот как раз какая-то кульминация может быть. Ведь сентябрь месяц– это месяц, когда и много работы, но это и еще и как проработка наших уязвимостей. То есть может быть какой-то дежавю, пусть не для всех, но для кого-то старая тема, знакомая, может всплыть. И каким-то образом нам нужно определить, что с этим делать. Это может быть где-то на уровне наших и предубеждений, наших внутренних страхов. Но я и допускаю, что это будет связано, опять же, с какой-то историей, может быть, которая замалчивалась или которая была, ну, так вот оставлена без внимания. Здесь на доработку может нам пространство вернуть какой-то вопрос. И с 7 по 21, если мы говорим, у нас коридор затмений начинается лунным затмением, и это наши чувства, наши на уровне эмоций. Вот посмотрите, 2 карты все-таки, одна как бы открылась, другая выпала, перевернулась. С одной стороны, есть в чем-то победа, есть уже какой-то прогресс, и есть и помощь. Иногда мы говорим по 6 пентаклей высших сил, но она, наверное, будет в том случае, если мы на что-то решимся. Решиться, вот как по этой карте, девушка зовет на помощь, а нам так, если беспристрастно, глядя на эту карту, становится очевидно. Прыгай, хочется сказать. Нам страшно, боязно делать то, чем мы, ну, или никогда не пользовались, или никогда не делали, или действовать по-новому, или принять новую реальность. Вот, видимо, основная задача сентября где-то с этим может быть связана. Но я не останавливаюсь подробно. Перейдите на мой сайт, я оставлю ссылку в описании под видео. Астрологический прогноз, гороскоп на сентябрь для каждого знака зодиака. Прочитайте. Я вначале до знаков подробно, ну, достаточно, вот как по моему мнению, какие наиболее важные транзиты и как мы это можем ощущать, как это может проигрываться в нашей жизни, описала. Переложите на обстоятельства вашей жизни. Итак, 3 знака судьбы. Первый, как подсказки. Или важные события, чем придется заниматься. Первый, второй, третий знак. И с чем вы успели проститься, мои дорогие львы? Или в чем-то вы поставили точку, если уже мы говорим про дежавю. А оказалась запятая или многоточие. Что прояснится? Что уйдет? А что придет взамен? И, конечно, по основным сферам жизни тоже давайте узнаем. Любовь, личная жизнь, отношения, энергии смотрим. Энергии финансов и ваши достижения, дела, работа, бизнес. У кого-то может быть и учеба, у кого-то просто банально документы. Итак, первый знак судьбы, давайте узнаем. Ну вот если перевернулась карта пятерка, да, нам и сказала прыгай, да, как бы решиться нужно на то, к чему мы еще внутренне можем быть не готовы. А тут как обстоятельства поторапливают, события, может быть, новости какие-то. Или ну, признать, что вот да, сейчас сложилась именно такая обстановка. И, скорее всего, так как мы хотим 100%, мы этого не получим. Это уже совершенно очевидно. Нам придется либо искать какой-то компромисс, или, по крайней мере, не надеяться, что как прошлое вернется в первозданном виде. Нет, перемены неизбежны. И в связи со всем этим нам нужно решить задачу. С одной стороны, 4 пентаклей, карта жадина. Это мы где-то так жадными до того момента, пока, ну, наверное, в нашей жизни не происходят какие-то метаморфозы, когда, может быть, и надо было раньше принять какое-то решение, что-то скорректировать, но где-то подзастряли. Может быть, это и мы хотим что-то сохранить, то, что нам дорого, любимо. Но не все же нами контролируемо, будем говорить. Мы можем столкнуться вот с подобной задачей, когда вроде и решить хочу, а как с этим провзаимодействовать, непонятно.
Девушка смотрит на маленькую дверь. И это у нас 78 дверей, принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты. И каковы ключи? Здесь вся проблема в том, что или дверь должна вырасти, или девушка уменьшиться. И мы понимаем, что этого не произойдет. И карта подсказывает, посмотри альтернативно, это все то, о чем я говорила еще до карт, но и с учетом всех планетарных транзитов. Если бы она поставила вопрос по-другому. Вот не сию минуту, вот я в эту дверь хочу войти, а какая-то другая, иная цель. Это ты видишь, что ты можешь достичь этой цели, войдя в эту дверь. Может быть, она и симпатичная, может быть, и хочется так прочувствовать, как будто я в ней прохожу. Но какая-то более верховенственная задача или цель, намерение, которую мы себе ставим достичь. Здесь не совсем в моменте здесь и сейчас, а тут нужно понимать, к чему мы стремимся. Так и девушка, если бы она поставила вопрос попасть за этот забор, то явно она бы могла даже еще и разведать, заглянув, ей ничего не стоит за этот забор. Просто загляни. Распытай, как будто, да, разузнай эту обстановку. Ну, а потом, если ты уверена или если ты видишь, что все спокойно, перемахни этот забор, и ты уже там. Вот какое-то альтернативное решение, это как знак судьбы, и у каждого здесь свои вопросы. Но именно вопросы потому, к чему мы испытываем, ну, какое-то особое благоговение. Мы не хотим это упускать. Второй знак судьбы или главное событие. Шестой старший аркан. Влюбленный. Выбор, мои дорогие. Выбор нужно делать. Ну вот, в общем-то, у кого-то, я думаю, что каким-то образом эти две карты пересекаются, или смысл, или, может быть, одна сфера жизни, ну, может быть, и вопрос вы решите вот как эту цель увидеть в альтернативных способах, да? И тогда этот выбор вы, считай, и сделали. И, ну, у кого-то это может быть и по части личной жизни. Но чаще всего аркан влюбленный говорит о том, что, правда, компромисс. Или на какой-то период, по крайней мере, компромисс. Э, Мы хотим по-своему, да? Может быть, и люди, с которыми мы контактируем, неважно, чего касается личной жизни, или, может быть, это и по работе, они отличаются от нас, они думают иначе. Мы никого не должны воспитывать. С другой стороны, мы не можем даже ожидать, чтобы люди действовали ровно как мы. Каждый из нас личность, каждый из нас думает по-своему и видит ситуацию именно как-то тоже по-своему. Мы все живем с вами под одним небом, но видим разные горизонты. Это и для вас разные горизонты, да, вот именно больше горизонт, нежели какой-то узкий момент, период. Но, может быть, это и касается рассмотреть, если мы говорим вопросы работы, может быть, если приходится вам договариваться или чем-то даже поступиться, отступить полшага назад. Но это во благо себе, возможно. Вы понимаете, что да, к примеру, работу я менять хочу. Ну вот остаться сейчас вообще не на плаву я тоже не могу. Значит, этот вариант я как компромисс принимаю, но я иду вперед. Если по отношениям, да, тоже сколько тут не ссорься, ну вот даже так банально, да, а договариваться-то ведь тоже придется. Придется выстраивать какие-то отношения. У кого-то, может быть, даже и в семье, хотя ни одна карта не говорит, но все же это метафора. Так вот, по этой метафоре ты будешь настаивать на своем, ну а что, второй человек, он повернется, уйдет и останется при своем мнении. И ты потеряешь тоже какую-то возможность. И нам всегда сложнее вести диалог, если прежде была какая-то конфронтация. Ну, просто сам по себе диалог завершается и больше напоминает монолог. Выбор, правда. Как нам говорят, что сепарация только иллюзия, так, скорее всего, быть гибче карта тоже призывает. Это такой знак судьбы. Но, правда, иначе мы можем подзастрять. Вот конкретно три карты нас, ну, как поддают подсказки или знаки такие, что тут нужно видеть именно на расстоянии что-то. Именно как методы мы можем корректировать для того, чтобы достичь чего-то более важного. Вопрос не именно в каких-то
Ну, может быть, мелких решениях, а в большей перспективе, в большем прогрессе. Если человек или дело имеет смысл или имеет какой-то прогресс, отношения, работа, участие, значит, нужно продолжать. Но это в каком-то новом эквиваленте. То же самое и по людям. Ну, если мы с кем-то не согласны или с нами кто-то не согласен, но тем не менее остались в любой сфере жизни нерешенные вопросы. Опять же, договариваться придется. Иначе вот сколько ни сиди по тройке мечей, ничего ж не поменяется. Но вообще любая тройка – это карта будущего. И тут знак такой, что если ты увидишь какую-то, ну, правду, истину, безэмоционально. Дверей ведь закрытых нет. Тут арка открытая. Человек сам сидит. Он сам себя немножко обособил. И от того, как мы воспринимаем реальность, от этого выздоровление пройдет. Самое главное, по тройке мечей, если мы говорим о будущем, то это имеется в виду выздоровление от какого-то сгустка боли, от каких-то обид. Но мы понимаем, что, ну да, ну, мир разный, люди разные, но мы все вместе живем, да, и как-то нам приходится искать общий язык. Явно конфронтация не полезна, но и для вас это ведь карта пережитого тяжелого опыта, мои дорогие львы. И если мы оставляем, тем не менее, это как ситуацию, то нам дает наша мудрая душа правильные подсказки, что мы, может быть, не должны совершить для того, чтобы еще раз не попасть в просак. Вот давайте узнаем, что ж там, в чем вы могли поставить точку, еще одна четверка, а окажется запятая или многоточие. По четверке мечей, ну, точно нужно вам с чем-то определяться. Может быть, и вам приходится где-то одевать на себя словно шапку-невидимку, да? Почему говорю? Именно в этой колоде дверь закрыта. Но и человек как будто туда не намеревается идти, но всем своим видом демонстрирует «я здесь был». Если же мы вот уберем просто вот эту трость, то хорошо сложенный человек проходит в темных очках, просто прогуливается мимо. Может быть, ему нужно, ну, как бы обозначить, что я здесь был. А может быть, в разведку пошел. Ну, кто знает, так тоже бывает. Ведь четверка мечей мы приводим мысли в порядок. Мы с чем-то хотим разобраться. И, кстати, мы складываем оружие. Вот это и тоже есть. Где-то карта дополняет все то, что я сказала. Но делать это как-то надо очень, может быть, и мудро, а может быть, мои дорогие львы, и хитро. Но это не та какая-то, как хитрость, коварный план. Здесь на самосохранение, безусловно. Именно на самосохранение. Прежде чем мы разберемся, прежде чем какая-то ситуация, может быть, даже достигнет пика, или мы получим важные известия, мы должны себя сохранять и в чем то не участвовать. Как будто и быть в каком-то месте, но больше в роли наблюдателя. Ведь это наблюдатель, причем который, ну, себя, скорее всего, э, таким образом обозначил, чтобы не быть узнанным. Все же, если мы говорим плоховидящий человек, слабовидящий, то людям, которые страдают этим недугом, свойственно, ну, позиционное положение тела немножко, а нам чуть ли не атлет изображен, мои дорогие. Поэтому именно прогуливается он вдоль, да, или дома, где вот эта дверь расположена. И надо ему как будто или пронаблюдать, или подождать, или увидеть, как развиваются события. Что же прояснится? От того, как вы будете сами что-то прояснять, или наблюдать. Будут зависеть и прояснения. Хотя по пажу кубков, что прояснится? У кого-то может проясниться вопрос, который касался недавнего знакомого или какого-то предложения конкретно, новости. Когда новость есть, но такая сырая, без конкретики, либо не обозначено вообще, как бы приоритеты еще пока не расставлены. По пажу кубков у нас проходят личности, вот именно если мы об этой колоде карт. Ведь тут дверей как таковых нет. Как бы ничто не мешает. Но молодой человек, хотя он не совсем уж так и молод, вроде ближе к зрелому возрасту, с лозой ищет воду. И
Колода современная, я говорю всегда. И в наше современное время, ну так странно, что вот он с этой какой-то корягой идет и, ну, убивает время, по сути дела. Вот нам карта желает передать, что есть смысл рассматривать какое-то событие, новость, решение конкретного человека или новое знакомство. С той позиции, когда да, есть в чем-то радость, но это не будет пока стабильно. Или мы можем сталкиваться с людьми нестабильными, которые меняют быстро свое мнение, или которые даже не желая там нам нанести какой-то урон, они еще сами попросту пока не определились, почему иногда даже проходят наши дети, например, да, ну им сложно в нашем мире турбулентном пока определить какие-то для себя ценности, когда все с ног на голову переворачивается. Может быть, у кого-то вот что прояснится, какая-то история, связанная с вашим ребенком, может проясниться. Или могут проясниться какие-то отношения. Но если отношения, то по пажу кубков это то, что было недавно. Это те люди, которых мы недостаточно знаем. Это и не есть что-то судьбоносное. Нет, это может еще меняться. Примите это во внимание. То есть тут еще может и не один раз все меняться. Давайте мы с вами узнаем, а что уйдет. Ну, вы собрали, мои дорогие львы, 4, 3, точнее, четверки. И это ведь всегда у нас некоторая, как застой, пауза. Но четверка мечей, тут только нам эта пауза необходима, потому что мы тут именно наблюдаем, ну, где-то нейтральную позицию. Здесь нам нужно решить что-то очень основное, оттолкнуться как будто. А вот по четверке кубков ничего не меняется. Вот поэтому в позиции что уйдет? Какой-то застой. Или когда, ну, может быть, и мы сами на что-то не решились, да, вот эта пауза. Опять же, двери открыты, посмотрите, вас ничто не сдерживает. Все карты, по сути дела, говорят, что и это один только старший аркан, он может быть и обрисовывает среди всех этих карт. Выбор, лев, делаешь ты. Но, видимо, за этим выбором должны последовать действия. Действия по вашим мыслям или что вы, как вот интеллект, да, по мечам проходит. Что вы поставите для себе как, ну, как главное событие или как достижение, может быть. Как вы будете действовать, мои дорогие. И в конечном итоге, как вы, может быть, проработаете собственные эмоции. Ведь эмоции больше идут у нас по кубкам. И тут решиться именно нужно, потому что пока мы сидим, словно вот этот человек в кресле, ну ничего не меняется. Иногда что уйдет? По этой карте привычки не самые полезные. И я должна сказать, сентябрь месяц мы можем избавиться от вредных привычек. Это не обязательно. Вот что-то такое, что нам прорисовано на карте. Допустим, когда мы слишком много работаем. Для кого-то это может быть, когда ну, здоровый образ жизни. Здесь даже, если вы, допустим, много работаете сидя или работаете за компьютером, мало активности, мы здесь тут можем решиться увеличивать активность или начать менять режим своей работы, графика работы. Ну вот тут какая-то перестройка, мои дорогие львы. Давайте узнаем, а что ж придет. Но вот такой период вам как будто совершенно вот этот выбор делаете вы сами. И это вам по судьбе. От вашего выбора будет зависеть и ваша карьера, и ваш статус, ваши финансовые возможности, мои дорогие. Есть то, что вам служит хорошей подсказкой, тот минус или та разочаровывающая ситуация, когда вы точно знаете, чего вы не хотите или как лучше не действовать, может быть, и не взаимодействовать. Но, тем не менее, компромисс – это ведь не значит соглашательство. Это значит, что мы допускаем, что да, человек или пусть это человек не обязательно по личной жизни, в роли даже руководителя, организатора или буквы закона, мои дорогие. То есть есть что-то независящее от нас, и это идет своим чередом. И наша задача просто на каком-то нашем жизненном этапе провзаимодействовать. А вот как мы это сделаем, это будет зависеть от нас. Да, может быть, и придется пронаблюдать
пока мы проанализируем, ну уж точно не бездействовать. Вот такой вот выбор какой-то с 10 по 20. Давайте узнаем, что же в личной жизни. Личная жизнь, любовь, вы знаете, у вас здесь построение карьеры может пойти с хорошим прогрессом. Одна из лучших карт в колоде. И хоть дверь у нас закрыта, тем не менее она стеклянная. Мы можем наблюдать, что за ней происходит. И в первую очередь, конечно, мы можем быть любым персонажем, изображенным на карте, но все же нам здесь показан мастер. И неважно, вот тот мастер, он, наверное, специально такую дверь в свой кабинет и поставил, он всем демонстрирует, что он делает. Потому что есть профессионализм, такой беспристрастный, безэмоциональный. Он продолжает заниматься своим делом. То дело, которое для него дорого, которое он любит, которое ему приносит доход. Вот, видимо, если у вас сейчас, может, как подсказка, все-таки мы рассматриваем карты, и Верховный Жрец, ведь это тоже где-то карьера, это карта традиций, это карта и нашей учебы, и одновременно мы тоже можем выступать в роли учителя. Может быть, задуматься о том, чтобы некоторые вопросы не просто удерживать вот с позиции, как мне бы этого хотелось, а вот сделать так. Вот я действительно хочу достичь чего-то большего, но какими методами я готов к этому прийти? Как долго дистанция, да, и я готов или готова этим заниматься? Насколько глубоко я готов погрузиться в этот процесс. И это я больше вижу все с позиции работы. И если мы вот правда своим делом как будто занимаемся, то нам тогда карта, тем не менее, на личную жизнь. Отчасти над личной жизнью. И люди семейные со мной согласятся, что в отношениях тоже нам приходится работать. Увы, это не совсем о бабочках в животе, да, и не прогулки при луне. Это, конечно, здорово, когда романтика, такая легкость есть в отношениях. Но есть и еще конкретика, наше благополучие. Вот на нам благополучие, восьмерка пентаклей. Это очень хорошая карта. Мы строим свое благополучие, но методы выбирает каждый свои. Финансы и мечи, интеллект. У кого-то из вас по финансам контакты, может быть, с руководителями, возможность построить, кстати, карьеру. Может быть, это вам придется изучать некоторые законы или понимать, как закон работает в отношении вас. Может быть, для кого-то по финансам придется какую-то перерокировку по финансам, как доход и расход, да, пересмотреть статьи доходов, расходов. Ну, явно что-то проанализировать нам приходится. Опять же, даже врач изображен, мои дорогие. И у нас карта выпадала такова, что выздоровление, мы с вами говорили. Может быть, у кого-то даже напрямую выздоровление, вы проходите какие-то процедуры. Или, ну, может быть, вот сидел так вот, да, как по четверке кубков, и ждал, когда само пройдет. А тут решаетесь, не, пойду-ка я к доктору, пройду обследование. Узнаю-ка я о себе самом, любимом, нечто большее, чем мои догадки. У кого-то может так проиграться, но это люди, знаете, те, которые работают по приказу, все-таки король мечей. Да, здесь могут проходить и люди в погонах, люди в форме, но это всегда как узкие специалисты или те, пусть даже это чиновники, иногда это высокие чиновники, представители власти, вот это все проходит. Но этот человек действует в рамках закона или в рамках своих полномочий от и до. И все, ни больше, ни меньше. Но мы получить можем консультацию, или, может быть, это у кого-то вопрос по части даже решается кредита, погашения, или наоборот, взятие ипотеки. Все же мы все разные. Но рационализм, мои дорогие, к финансам рациональный подход. Ладно, дело, работа, бизнес. Ну, шикарные карты вообще-то. Посмотрите. От того, как вы на что-то решитесь, зависит не просто качество жизни, а тут что-то в более длительную дистанцию. Карта мага. И если мы ждем с моря погоды, мы ничего тут не дождемся. Вверху четверка кубков. Действительно, выбор делаете вы сами. Посмотрите, выбор, судьбоносный выбор, если мы идем просто по старшим арканам. И карта маг.
То есть мы можем выбрать какое-то одно направление, и нам словно ангел выйдет навстречу. То, что по судьбе мы говорим, это то, что нам положено. Словно высшие силы, мои дорогие, наблюдают и думают, как ты сделаешь этот выбор, Лев. Ведь эта карта выбора, она выпала как знаки судьбы. И в зависимости от вашего выбора либо открываются какие-то возможности, ну, или мы так на что и не сможем решиться. Я вижу именно так. Либо чересчур мы будем где-то подзастрянем, вот как эта девушка, пытаясь проанализировать, или вообще просто остановимся безвременно и тоже застрянем в этом промежутке. Сколько ни думай, дверь не вырастет, мы говорили, правда? Тут нужно альтернативно подходить. Вот какая-то реальность, мои дорогие львы, складывается, и вам себя нужно, ну, как реорганизовать. Может быть, это у кого-то связано и с личной жизнью, я такое допускаю, и ведь перспективы все равно есть. Если на личную жизнь, то тогда по верховному жрецу, если мы говорим традиции, иногда проходит венчание. Или когда мы, ну пусть даже кто-то смотрит, и вы сейчас в паре, а де-факто отношения не идут никуда, взаимопонимание окончательно утрачено и не приносит вдохновения ни одной стороне, ни второй. И, может быть, кто-то вот решиться нужно для того, чтобы идти и расправив как-то свободно крылья, плечи, да, или с ветром за спиной, или строить уже новые, более счастливые отношения. Может быть, у кого-то и судебные заседания идут, да, может быть и так. Но тогда вот какой-то все равно вот этот, как по верховному жрецу, судьбоносный, может быть и документ даже, да, мы получаем. То есть это с учетом традиций, законов, правил, регулировок, как возможность, понимаете? И тогда нет ничего невозможного. Тогда, значит, следующая история будет более счастливая. Вот перекладывайте, мои дорогие, у кого-то будет что-то подобное по работе, мы все разные. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне откликаетесь в комментариях. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.